Ребята, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. Сегодня вон с Алисой. И там Лиза еще у нас сидит. Едем. Алиса не здоровается ни с кем. Здравствуйте. Мы решили поехать в город железнодорожный. Калининградская область. Что примечательно, там очень много немецкой архитектуры сохранилось, дороги и так далее. Так что не переключайтесь, подписывайтесь, поехали, посмотрим, что там интересного у нас есть. Так что, друзья, давайте чайку себе, как говорится, наливайте, делайте что-нибудь вкусненькое, закидывайте в топочку. Поехали! Подъезжаем к железнодорожному. Ребята, хотелось бы отметить, что земли обработаны на 100%. Нету такого, как раньше, чтобы они простаивали, заросшие были. Везде либо злаки посажены, либо электропастух натянут, кошеная трава, тюки с сеном, то есть пастбища. В принципе, земля освоена вся. Сравнивать то, что было 5 лет назад у нас в области и сейчас, я не знаю, вот мы ездим, объездили все практически. И поля, они возделываются, надо отдать должное. Вот видите, мы в отдалении от районного центра. Обочины косятся, вон какие-то злаковые культуры сидят. Все достаточно чисто и аккуратно. Ну, наверное, для жителей большой России вот такие деревья по обочинам, это в диковинку, а у нас все дороги такие. Все дороги такие. Видите, на деревьях отражатели, чтобы в темное время суток было видно. Многие эти деревья называют последние солдаты вермахта, потому что много аварий, когда машина в дереве. Это все еще со времен немцев, вот эти посадки. Они же и дорогу укрепляют и держат. Вон они, коровки пасутся. Но это еще не железнодорожный, а поселок. Какой-то Новостроевка, что ли, что-то такое. Вон аист сидит, своими делами занимается. Ну вот, подъезжаем к железнодорожному. Брусчаточка пошла. Железнодорожный начался, Новостроево закончилось. Сейчас запаркуемся и... Через 200 метров вы прибудете к месту назначения. Железнодорожный. До 1946 года Гердауэн. Поселок в Правдинском районе Калининградской области, России. С 1945 года до 2019 года являлся поселком городского типа, рабочим поселком. Расположен на реке Стоговка, бассейн реки Приголи, у границы с Польшей. В 70 километрах к юго-востоку от Калининграда и в 22 километрах от города Правдинска. Что характерно, поселок находится далеко от областного центра. По автодороге 74 километра, по ЖД 135 километров. Постановлением правительства Калининградской области от 24 июня 2019 года из категории поселка городского типа был отнесен к сельским населенным пунктам как поселок. В этом же году началась реставрация обветшалых зданий, находящихся в центре поселка. Дорога сюда устала, долго ехать, нет? Да давайте быстрее. В магазин поедем.
Давайте. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Не так давно в железнодорожном установили скульптуру пивовара с фонтаном. Фигуру из бронзы разместили на центральной площади. Скульптурная композиция изображает веселого толстяка-пивовара, который несет бочку и кружки с пенным напитком. Я так понимаю, фасады домов, крыши постепенно приводят в порядок, реставрируют, восстанавливают. Населенный пункт был основан в XIV веке как замок Гердауэн. Название Гердауэн произошло от имени Гердава. Имя Гердава происходит от прусского слова «гирдин», что означает «говорить», «держать речь». В 1325 году рыцарь Тевтонского ордена Хайнрих фон Айзенберг построил на месте прежних укреплений каменный замок и плотину с водяной мельницей. В Гердауэн стали прибывать переселенцы из Германии, селившиеся вокруг крепости. Со временем Гердауэн стал крупным провинциальным городом. В 1718 году в Гердауэне числилось 50 пивоварен. От всех этих пивоварен к 1939 году осталась лишь одна – Брауерей Киндерхоф. Чего? Немецкие крышки керамические. Покажи. Вот разные всякие есть. И сколько стоит? 300. А? 300. От 300 до 100. От 300 до 100. Да. Покажи А еще это- какие есть. У меня вот есть. У меня всякие разные есть. А где вы их берете? Копаете, что ли? Да. Смотрите, себе. Ничего себе, у тебя сколько их. Биби хорошие есть. У меня вот такая есть. Ну, это И биби покажи. Я бы у вас купил, ребят, но у меня денег на нету. карту. На карту можно. Да. Вот, Гердаун. Гердаун это железнодорожный, да? Оно чуть-чуть сколото. Есть Вот целое? есть целое. Вот у меня гердаун, смотрите, целая. Давай за 100 рублей. За 200. Не, у меня 100 ребят купил по 100 рублей, 2 крышки. Парни, у меня канал в ютубе Рыболов Копатель. Так что подписывайтесь. И вы в видео попадете тоже. А? Да. Покажи. Подписывайтесь на канал Рыболов Копатель. Вот так вот. А вы покупайте у ребят, кто приедет в железнодорожный, покупайте у них вот такие сувениры. Кирха в Гердауэне построена в 1345 году. Прямоугольное в плане здание размером 43,5 метра на 17,2 метра. Из полнотелого красного керамического кирпича под двухскатной крышей. На юго-западном фасаде возведена квадратная в сечении пятиярусная башня высотой 42 метра. Также под двухскатной крышей. В 1696 году кирха получила сильные повреждения от удара молнии. В 1913 году пострадала от пожара. Во время боевых действий Первой мировой войны кирха была повреждена. Западную стену башни пробил артиллерийский снаряд. Восстановлена в начале 1920-х годов. Обновлено внутреннее убранство кирхи. Во время боевых действий Второй мировой войны кирха не пострадала. В 1948-57 годах в здании размещался Дом культуры, позднее склад. Из-за отсутствия ухода и ремонтов к середине 1960-х годов прогнили стропила и начала осыпаться черепица. Позже обрушилась крыша и часть северо-восточного фронтона. Тут главное паническую атаку не поймать. В
В 1990 году выполнены работы по консервации кирхи. В 1992-1998 годах произведены ремонтно-реставрационные работы. Установлена металлическая винтовая лестница в южной части башни. Отремонтирована крыша башни, обустроена смотровая площадка. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года номер 132 кирха Гердауэна получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Вот так вот мимо пройдешь, ребята, и не заметишь. А видите, тут есть на камне информация 1917 год. И вот сейчас практически во всех домах производится ремонт фасадов, и в некоторых домах подъезды ремонтируют. Вот такие вот символы, и по QR-коду можно историю дома узнать. Ну, не полную, конечно, ну так. Если отсканировать QR-код, то попадаешь на сайт фонда капитального ремонта. Здесь вот адрес высвечивается. Видите, Правдинский городской округ, поселок городского типа железнодорожный, улица Пушкинская, дом 2/14. И даже, видите, видно фото до ремонта. Вот как он выглядел. Фото после. По поручению губернатора Калининградской области фонд капремонта с 2020 года проводит страхование строительно-монтажных работ, а также проводит реставрацию исторических дверей и изготавливает новые по архивным данным для всех домов до 1945 года постройки. Вот тут есть, тут отчет по суммам и историческая справка. Дом жилой, постройки начала 20 века. Поставлен на государственный учет как объект культурного наследия. В 20-39 годах в здании номер 14, расположенном в городе Гердауэн на улице Винкель, располагалась кузница. Видите? Кузница Вихман была, пожалуйста. Там, получается, был дом пастора, где сейчас детская площадка. А здесь, вот видите, фундамент остался. А вот это тоже здание к кинотеатру относилось? Или это отдельный, да? Да. Вот здесь вот кинотеатр был. А вот это вот частный дом. Ныне в запущенном состоянии. Неизвестно, что с ним будет. А это Лиза и я. Да, конечно. Мы пошли в музей патефонов. И большой привет каналу Лесной Дозор. Дверь в музей, кстати говоря, новодел, но восстановленная по образцу. Вот такой витраж. Из массива она, да, получается? Ну да, это нет, шпон, наверное. Шпоновое покрытие. Ага. Вот сверху, да, улица часть была. После войны. Вот этот дом пастора, вот это вот он. Здесь кинотеатра еще нету. Вот это место, где кинотеатр был. Ага, я понял. Музей устройств звуковоспроизведения «Патефон» открыт в Железнодорожном 13 июня 2021 года на первом этаже здания довоенной постройки. Экспозиция музея «Патефон» знакомит гостей с историей звукозаписи и звуковоспроизведения, рассказывает о создателях и производителях устройств звуковоспроизведения. Коллекция музея насчитывает около 50 экспонатов звуковоспроизводящих устройств 1840-1940 годов выпуска. В ней представлены патефоны, граммофоны, шарманки, музыкальные шкатулки и фонографы.
течет. А мы идем на оборудованный пляж. А вы говорили, что лицо. Река железнодорожная. Где-то с 2018 года началось планомерное восстановление строений города, инфраструктуры. И, надо сказать, медленно, но правильным путем все идет, я бы сказал так. Так что, друзья, всем, кто будет в Калининградской области, рекомендую обязательно посетить железнодорожный. Такое колоритное местечко.